Несмотря на свои сомнения, великан отвечает, что не может рассказать о своем происхождении. Но из-за настойчивости Аладдина он обещает исполнить любое его желание. Он может получить безграничное богатство, невообразимую силу или даже бессмертие, если захочет. Когда Аладдин выбирает, он просит великана исполнить его единственное желание, о котором он давно мечтал. Теперь мы сосредоточимся на молодом человеке по имени Али Баба, который неустанно трудится, чтобы исполнить свою мечту. Покорить лабиринт таинственных сооружений, появившихся несколько лет назад, где хранится великая сила и несметные богатства, которые достанутся тому, кто его покорит. Али Баба выполняет свою работу без особых трудностей, но случается небольшое происшествие, которое приводит к проблемам. Найк пытается отдохнуть, но снова встречает Аладдина. Поскольку споры ни к чему не приводят, он рассказывает Аладдину о подземельях. На следующее утро Аладдин спрашивает, где они находятся, и Али Баба указывает на лабиринт, появившийся в городе 10 лет назад. Это 7-е подземелье Амон. Пока они говорят о силе денег, Аладдин встречает Маргиану, девушку, которая оказывается рабыней. Он быстро подходит к ней и разбивает цепи, играя на флейте, висящей у него на шее. Но через несколько секунд появляется Будл, начальник Али Бабы, и несколько раз бьет девушку. Аладдин просит его остановиться, но когда на него нападает телохранитель, он играет на флейте, и она оказывается в руках существа, которое мгновенно расправляется с обидчиками. Когда руки смотрят на Маргиану, они краснеют и прячутся обратно в флейту, потому что капитан-великан по имени Юга стесняется разговаривать с женщинами. Из-за шума появляются городские стражники, и каждый из них убегает с места происшествия. Спрятавшись, Али Баба спрашивает Аладдина о флейте, и тот рассказывает ему, что в этом предмете, который все называют джинном, живет его дорогой друг Юга. Услышав это, Али Баба приходит в восторг. Тем временем Ювенал, глава города, обсуждает этот вопрос с Батлом. Ночью Аладдин рассказывает Али Бабе о своем путешествии и упоминает, что он пообещал Юга найти металлический сосуд джинна и найти еще одного джинна, похожего на него. Позже к ним подходит Блей, требуя, чтобы Али выплатил долг или работал на него. На следующий день они отправляются в карете, чтобы доставить груз вина из соседнего города вместе с группой рабов, которых будут использовать для работы в шахтах. На полпути из земли появляется гигантское чудовище, привлеченное запахом груза, и одна из рабынь падает с кареты вместе с Маргианой, которая протягивает руку, чтобы спасти ее. В отчаянии Аладдин решает действовать самостоятельно, чтобы спасти ее с помощью Юга. Он использует свой волшебный тюрбан, чтобы перенести весь груз вина внутрь чудовища. Джемиль наблюдает за происходящим издалека, а затем просит у Аладдина то же самое, что он просил у тебя – стать друзьями. Аладдин и Али Баба отправляются в подземелье. Едва избежав утопления и ожогов, наши отважные герои сталкиваются с армией инопланетных муравьев. С помощью сил их Юга им удается победить их, но Аладдин падает без сил. Оказывается, каждый раз, когда он призывает своего волшебного друга, это отнимает у него часть энергии, и он может делать это ограниченное количество раз, прежде чем ему нужно будет отдохнуть и восстановить силы. Пока Аладдин без сознания, Али Баба ухаживает за ним, и в этот момент их застает Марджиана, рабыня из предыдущего эпизода, которая пришла в подземелье со своим хозяином, шарифом Джумилом, и другим рабом по имени Голта, чтобы найти Аладдина, которого шариф называет Маджи. Джумил забирает Аладдина и уговаривает Али Бабу присоединиться к ним. Они продолжают исследовать подземелье. Настала очередь Али Бабы обезвредить особо опасную ловушку, которая, будучи обезвреженной, начинает гореть. Аладдин приходит в себя и остается с Марджианой, пока двое других идут дальше. Аладдину удается завоевать доверие Марджианы, и они разговаривают в основном о прошлом Марджианы и о том, что связывает ее с Джумилом. Когда Марджиана рассказывает Аладдину, как якобы погиб Али Баба, тот неожиданно появляется перед ними. Они быстро убегают и оказываются перед массивной дверью, которую можно открыть только с помощью магического заклинания и двух рук. Дверь исчезает, открывая впечатляющий подземный город. Пока Аладдин и Али Баба исследуют заброшенный город, Джумил наказывает Марджану за неправильный ответ. Слизь повторяет слова Джумила, пугая его. Аладдин и Али Баба добираются до сокровищницы, где появляется Голта и падает перед ними. Пока Голта отвлекает их, Марджиана швыряет Аладдина через всю комнату. Джумил приказывает Марджиане преследовать Аладдина, а сам сражается с Али Бабой. Они сражаются на мечах, но Али Баба легко уклоняется от атак Джумила и сбивает его с ног. Джумил удивлен, что Али Баба смог его перехитрить. Когда Али Баба сталкивается с Джулом, он приказывает Марджиане спасти его. Марджиана бросается к Джему с другой стороны комнаты, но светловолосый парень пытается уговорить Марджиану присоединиться к нему, но она отталкивает его и бросает на лестницу.
Джемил насмехается над Алибабой, издевается над Марджианой и несколько раз пинает Алибабу, приказывая Марджиане убить его. Несмотря на жестокие действия Джамиула, Марджиана колеблется, но в конце концов подчиняется приказу Джума. В этот момент Аладдин ломает меч Марджианы и требует, чтобы Джоэл вернул ему флейту. Когда Марджиана пытается напасть на Аладдина, он объединяет свою силу с ее силой. Вспомнив видение своего учителя о великом маге, Джоэл понимает, что Аладдин и есть этот маг. Джамал просит Аладдина сделать его королем, когда он вернет ему флейту, но Аладдин отказывается, считая его недостойным. Позже Аладдин и Али-Баба встречают Амона, который рассказывает им о предназначении магов. Внезапно башню снаружи атакуют, и она рушится. Несмотря на то, что Али-Баба настаивает, чтобы группа Джоэла пошла с ними, Голтис освобождает еще больше Джан и предлагает ей пойти с Мохи и Джулом навстречу своей судьбе. Когда они уходят, Али-Баба и Аладдин обсуждают свои цели и обещают друг другу новые приключения. В Кишане Али-Бабу встречают жители деревни, но он обнаруживает, что Аладдин исчез. Тем временем на равнинах члены клана Куда находят спящего Аладдина. В далекой древней стране Али-Бабу навещает Марджиана, которая искренне благодарит его за то, что он использовал добытое им сокровище, чтобы освободить всех рабов, включая ее саму. Полный благодарности и решимости, Али-Баба решает отправиться в путешествие за пределы города в поисках своего пропавшего друга. Тем временем в отдаленной деревне, где живут кочевники, Аладдин просыпается и его приветствует глава клана Кува, Баба. Вскоре в деревню прибывает первая принцесса Куга, Хакуэйрен, с намерением убедить клан присоединиться к империи. Но Баба твердо отказывается, опасаясь последствий насильственной аннексии. Перед лицом угрозы со стороны империи Аладдин пытается найти мирное решение. Принцесса обещает разрешить конфликт без применения силы. Тем временем группа работорговцев похищает нескольких женщин из клана Куба, и отряд воинов отправляется на их спасение, предупреждая, что не будет проливать кровь, чтобы избежать войны. Пока Аладдин и Баба с тревогой ждут возвращения отряда, Баба рассказывает историю о славном прошлом клана Кова, когда они были самой могущественной империей в мире под властью короля, избранного волшебником. После того, как воины успешно вернулись с похищенными женщинами, не пролив ни капли крови, Баба принимает решение присоединиться к империи Кью ради мира и безопасности своего клана. Позже, во время празднования у костра, Баба ненадолго отлучается, чтобы сходить в туалет. Однако его отсутствие затягивается дольше, чем ожидалось, и как только Аладдин начинает задаваться вопросом, почему он так долго не возвращается, в Бабу попадает стрела. Аладдин бросается к Бабе, чтобы оказать ему помощь, а Хакуэй узнает о смерти одного из своих солдат от стрелы, выпущенной из клана Куга. Оставив армию под командованием своего помощника Рези, она решает сама расследовать нападение. Тем временем, пока ее нет, один из солдат империи Ку обнаруживает, что клан Куба не убивал никого из их людей, а это была уловка, чтобы спровоцировать войну. Радази подтверждает этот коварный план и готовит войска к конфликту. Хакуэ пытается договориться с кланом, но ее попытка проваливается, когда она отказывается защищаться и получает ранение. Баба, которого Аладдин приводит по ее просьбе, подтверждает свое решение присоединиться к империи Ку в качестве протектората и позволяет принцессе вернуться. Однако после того, как Баба умирает от полученных ран, его дух является Аладдину и раскрывает, что он на самом деле волшебник. Вернувшись в лагерь, Хакуэ узнает о планах Риоси убить ее и захватить власть над войсками. В отчаянной схватке она и ее помощница Сизиан храбро сражаются, но терпят поражение, когда у Хакуэ заканчивается магическая энергия. В этот момент появляется Аладдин и с помощью своих магических способностей побеждает Риоси и его солдат. Во время схватки Аладдин замечает металлический сосуд Хакуэ и обнаруживает там джинна Паймана. Пайман рассказывает Аладдину, что Хакуэ была избрана волшебником на роль королевы империи Ку. Попрощавшись с кланом Куга, Аладдин рассказывает его членам о рабе по имени Голтас, который оказался его соплеменником, и предлагает им свою помощь. Позже Аладдин присоединяется к каравану, чтобы найти Али-Бабу. Пока Саша и Лайла заняты продажей своих товаров на оживленном рынке, появляется Маргианна с огромным грузом. Поблагодарив Сашу и Лайлу за помощь, Маргианна признается, что хочет вернуться домой, чтобы выполнить важное задание. Пока они осматривают город, группа замечает, что людей почти нет из-за постоянных нападений бандитов. Лейла встречает работорговку по имени Фатима, а Марджиана беспомощно наблюдает, как группа рабов остается под ее контролем. Ночью Марджиана просыпается от кошмара, в котором ее преследуют воспоминания о прошлом с Джумиа. Лейла пытается успокоить ее и предлагает лекарства, рассказывая, как Саша и таинственный ребенок помогли ей в трудные времена. На следующий день Марджиане сообщают, что караван должен свернуть на другой маршрут из-за постоянных нападений бандитов.
В логове бандитов Марджиана храбро противостоит им, впечатляя Фатиму своей ловкостью. Но она попадает в ловушку, когда Фатима посылает ворону, которая отравляет ее, и Марджиана остается беззащитной. В другом кошмаре Марджиана встречает девочку по имени Надя и обещает защитить ее. Вернувшись в город, Лейла замечает, что Марджианы нет, и отправляется на ее поиски. Тем временем в логове бандитов Марджиана видит жестокость Фатимы по отношению к Наде. Вдохновленная голосом Голтаса в своей голове, Марджиана освобождает рабов и побеждает бандитов, спасая Надю и возвращая ее родителям. Аладдин рассказывает, что бандиты напали на караван, и группа отправляется в логово бандитов, чтобы покончить с угрозой. После того, как ситуация разрешилась, Аладдин и Марджиана решают отправиться в Балбат, где Аладдин просит Марджиану позволить ему чаще звонить ей, что символизирует их крепнущую связь. Братья Нанда отправляются в пустыню и густой лес, где находят спящего Синдбада, украшенного драгоценным камнем. Вскоре после этого в лесу появляются Марджиана и Аладдин. Марджана выражает свою благодарность Аладдину и объявляет о своем решении вернуться на родину. Однако их разговор прерывает Синдбад, который просыпается голым и любезно приветствует их. Они садятся у костра, и Синдбад с интересом слушает рассказы Аладдина о его приключениях и делится своими планами. Когда Джанна снова чувствует запах моря, они все вместе поднимаются на холм, откуда открывается вид на величественное королевство Балбат. Синдбад любезно предлагает показать им город, рассказывая о торговле, королевской семье и экономическом неравенстве. В знак благодарности он предоставляет им жилье. Однако, когда стражники пытаются задержать Синдбада, вмешивается Джафар, напоминая ему о его обязанностях как короля Синдрии. Во время аудиенции у короля Ахмада Синдбад пытается восстановить торговые отношения с Синдрией, удивив Аладдина, когда тот услышал, что Алабама связана с отрядом Тумана. Синдбад решает лично заняться этим вопросом и позже приглашает Джанну и Аладдина на обед, знакомя их со своими генералами. За обедом Синдбад узнает, что Аладдин ничего не знает о своей истории и рассказывает ему о Мэгги и Джине. Кроме того, он просит Аладдина помочь поймать воров, что вызывает недовольство Джафара. Несмотря на сомнения Марджаны, которая беспокоится о том, что поимка воров может навредить торговле, она соглашается помочь, так как это может повлиять на торговлю. Марджана и Аладдин вступают в опасную схватку с красным туманом, вызывающим галлюцинации. Джафару удается поймать воров, но ситуация усложняется, когда черный туман поражает Джафара и Марджану, и их ловит Касим. Неожиданно Аладдин вызывает Юга и сталкивается лицом к лицу с Алибабой, который ошеломлен его появлением. Аладдин пристально смотрит на Алибабу, и тот просит его посадить Юга в тюрьму, несмотря на возражения Джафара. Аладдин неохотно соглашается, напоминая Алибабе об их обещании вместе исследовать мир. Али-Баба, явно расстроенный, извиняется за то, что не сдержал обещания, и Аладдин теряет дар речи. Когда прибывает военная полиция Баабата, Али-Баба, охваченный гневом, призывает пламя Амона. На следующий день Синдбад обсуждает с Джафаром Али-Бабу, а в убежище бандитов Касен встречает братьев Нанда. Али-Баба представляет братьев как благородных воров, которые борются за права обездоленных. Позже он спорит с Касимом о том, что в их банду входят головорезы, и высказывает свое несогласие с их методами. В личной беседе с Марджаной Али-Бабу похищает она и увозит его в путешествие по крышам. Тем временем в отеле Джафар обсуждает империю Кью и политическую ситуацию в Балбаде. В комнате Аладдина они оба размышляют о своих целях, и Марджана, неожиданно повернувшись, выбрасывает Алибабу в окно. Между Аладдином и Алибабой возникает неловкость, пока Марджана не требует объяснений. Поделившись счастливыми воспоминаниями из прошлого, Али-Баба рассказывает о своей сложной истории с Касимом, начиная с детства и заканчивая взрослой жизнью. Он узнает, что на самом деле он сын короля Балбада и сталкивается со своей королевской судьбой. Но прежде чем он успевает полностью осознать это, на него нападают, и Касим придумывает план, как его спасти. Али-Баба оказывается в компании Аладдина и Марджаны и рассказывает им подробности своей жизни. Тем временем из соседней комнаты Синдбад незаметно слушает разговор Али-Бабы. В другом месте Балбада Али-Баба полон решимости узнать правду о том, что произошло в его родном городе. Во время рейда на корабль он неожиданно встречает Касима, который отводит его к могиле Мириам. Касим рассказывает, как правительство устроило пожар в бедных районах, заявив, что это была эпидемия. Он основал отряд Тумана, чтобы бороться с этой несправедливостью и защищать обездоленных. Он убеждает Али-Бабу присоединиться к нему и возглавить отряд. Пока Аладдин слушает рассказ друга, он находит параллели с ситуацией в клане Куба, сопоставляя проблемы обеих групп. Видя, что Али-Баба расстроен, Аладдин решительно встряхивает его, выводя из транса, и уверяет, что он тоже на его стороне, как и Марджиана.
В это время в комнату врывается Касим со своей бандой и начинается драка с Синдбадом и его командой. Марджиана, обеспокоенная происходящим, просит Алибабу помочь. Мазер вмешивается в драку и вступает в бой с бандой Касима. Несмотря на попытки Касима сбежать, Мазер его ловит. Когда Синдбад раскрывает, что Али-Баба принц, Али-Баба обижается и не доверяет капитану. В напряженный момент Али-Баба высвобождает свою силу, но Синдбад легко побеждает его, указывая на то, что он не умеет пользоваться силой джинна. Синдбад удивляет всех, предлагая свою помощь отряду Тумана, и говорит, что хочет остановить несправедливость в трущобах. Поначалу Али-Баба ему не доверяет, но принимает предложение, понимая, что у них общая цель – восстановить равновесие в мире. На следующий день горожане собираются во дворце с новой надеждой, а Али-Баба просит Ахмада помочь нуждающимся. Но Ахмад отказывается сотрудничать. Тем временем Аладдин чувствует, что Джуда и Черный рыцарь где-то рядом. Джудар выдает себя за оракула, работающего на империю переворота, и заявляет, что у него есть незаконченное дело с Ахмадом. Несмотря на протесты Али-Бабы, Ахмад сообщает Синдбаду, что по совету своего финансового советника Марио он передал все коммерческие права на Балбат империи переворота. И теперь они не могут возобновить торговлю с Синдрией. Вернувшись на базу войск Фога, Синдбад рассказывает жителям трущоб о неудачных переговорах с Ахмадом. Но они замечают, что Касима и его товарищей нет. В этот момент перед Синдбадом появляется Джудар, который замечает странное поведение ладьи рядом с Аладдином. Синдбад говорит, что Аладдин такой же волшебник, как и Джудар атакует Аладдина. Ланзанда бросает в него ледяное копье. Юга вмешивается, чтобы защитить Аладдина, но Джудар продолжает атаковать. Хинда серьезно ранит Юга. Аладдин пытается исцелить его, но Юга не реагирует. В конце концов, Джудар пронзает Юга огромным ледяным копьем. Но Джин использует последние силы, чтобы раздавить Джудара своими руками, не слушаясь Аладдина и жертвуя собой, чтобы защитить его. Джудара спасает принцесса империи Ка и ее помощница Кунка, которые вылечили его раны. Юга пытается напасть на них, но принцесса с помощью своего джина Винни побеждает его. Аладдин, разъяренный происходящим, противостоит принцессе, которая приказывает своим слугам атаковать всех. Но Синдбад вмешивается и убеждает принцессу отступить. Пока они лечат раненых, Али-Баба и Марджиана находят изможденного Аладдина, который почти израсходовал все свои магои, пытаясь оживить Юга, и находится в критическом состоянии. Чувствуя свою беспомощность из-за того, что не может помочь, и понимая, что Кьюсмада все еще нет, к Али-Бабе приходит его брат, визирь Сабмат. Синдбад рассказывает, что именно Сабмат сливал информацию об армии туманному отряду, объясняя это тем, что он хотел защитить Али-Бабу, который был единственным, кто мог остановить Ахмада. Он также рассказывает, что Ахмад, задолжав огромную сумму империи Кью, собирается расплатиться, продав жителей Баалбада в рабство. Услышав это, Марджана просит Али-Бабу противостоять своему брату и его несправедливым поступкам. Перед тем, как вернуться во дворец, Сабмат предупреждает Али-Бабу, что через 5 дней Ахмад женится на одной из принцесс империи Кью. И на этом мероприятии он объявит о своем решении превратить жителей Баалбада в рабов. Позже, когда Аладдин все еще не приходит в себя, Синдбад сообщает Али-Бабе, что чтобы остановить планы Ахмада и не дать империи Кью захватить страну, он должен занять трон Баалбада. Пока Али-Баба размышляет над этим, гуляя по улицам, к нему подходит Касим, один из оставшихся в живых членов туманного отряда. Он рассказывает Али-Бабе, что уже знает о планах Ахмада поработить людей и с помощью торговца оружием, который снабжает его волшебными инструментами, собирается через 2 дня поднять восстание. Но Али-Баба отказывается сотрудничать с ним и утверждает, что найдет решение, которое не приведет к чьей-либо смерти. После того, как Касан уходит, Али-Баба ищет Синдбада и просит научить его правильно пользоваться джинном. Через некоторое время Марджана безуспешно пытается найти Али-Бабу и понимает, что он отправился один, чтобы противостоять своему брату. Тем временем у ворот дворца Али-Баба представляется стражником как третий принц Баалбада и просит разрешения войти, чтобы сразиться с Ахмедом. Али-Бабе удается проникнуть во дворец, но Ахмед посылает одного из 3 могущественных королевских стражников империи Кью, чтобы тот его устранил. После того, как Али-Бабе удается раздобыть меч Амона, он побеждает первого стражника в ожесточенной схватке. Но затем сталкивается со вторым стражником и его армией обезьян, которые преграждают ему путь. В этот критический момент появляется Марджиана, чтобы сразиться вместо него, и Али-Баба продолжает свой путь. Пока Марджиана сражается со вторым стражником, Али-Баба сражается с третьим. Но у него заканчивается магои.
Тогда он хитростью поджигает масло, чтобы на мгновение зажечь меч Амона и победить третьего стражника. Тем временем Синдбад узнает о происходящем и спешит во дворец, чтобы вмешаться, если понадобится. Когда все стражники повержены, Али-Баба добирается до тронного зала, где Ахмед приказывает своим стражникам казнить его. Но Сабман заступается за Али-Бабу, настаивая на том, что братья должны поговорить без постороннего вмешательства. Напряжение в тронном зале нарастает, когда братья сталкиваются с разногласиями и пытаются найти решение для будущего Баалбада. Али-Баба пытается убедить Ахмеда уйти в отставку, но тут появляется Кагю Карен, недавно назначенная принцесса, и пытается остановить беспорядки. Она утверждает, что даже если Ахмед будет отстранен от власти, то должен быть выбран другой король, который женится на ней, как того требует соглашение между Баалбадом и империей Кью. Все соглашения между двумя странами, включая рабство, должны быть соблюдены. В отличие от этого, Али-Баба заявляет, что короля не будет, потому что монархия Баалбада будет упразднена, и вместо нее будет создано демократическое правительство. Стибад присоединяется к обсуждению, приведя с собой представителей своей конфедерации Альянса Семи морей, и предлагает лично обсудить присоединение Баалбада к альянсу с императором Цао. Кагеку уходит. Али-Баба сообщает народу о своем решении превратить Баалбад в республику. Касим и его отряд прибывают на место. Иман наблюдает за происходящим издалека. Касим высказывает свое мнение, утверждая, что все было для народа, но аристократы обложили его налогами. Он кричит, что они не могут воскрешать мертвых. Зайне удается разжечь гнев толпы своим галлюциногенным красным туманом. Касим приказывает всем свергнуть королевскую власть, и толпа начинает бунтовать, когда черный рыцарь выходит из-под контроля. В другом месте Джафар пытается разбудить Аладдина. Во сне Аладдин просыпается и видит говорящую голову Юга. Юга уверяет Аладдина, что он все еще жив, но был на грани смерти после битвы с Джудой. В Баалбаде Марио пытается остановить черного рыцаря, но Ифн побеждает его. Ифн позволяет черному рыцарю одолеть белого таракана. Тем временем Юга рассказывает, как появляется черный рыцарь, когда течение судьбы меняется. Он объясняет Аладдину, что больше не может его защищать, и что у него есть кое-что важное, что он должен ему передать, мудрость Соломона. В глубине вихря знаний Соломон сообщает Аладдину, что он переродится. Джафар и Маср решают, что пора отправляться во дворец. Во дворце стражников убивают, и Баркёк приказывает Самду что-то сделать. Однако Касим не решается действовать, пока Али-Баба не отдаст приказ. Али-Баба приказывает половине королевской армии заблокировать главные ворота, а другой половине подавить захватчиков во дворце. Касим и его группа стоят перед Али-Бабой, и он требует объяснений, почему они это делают. Касим заявляет, что ему не нужны ни равенство, ни короли. Когда Касим нападает на Али-Бабу, остальные используют свой черный туман, чтобы сдержать Али-Бабу. Али-Баба высвобождает свое пламя, чтобы освободиться, а Зайнаб атакует его красным туманом. Али-Баба пытается сосредоточиться, а остальные пытаются его убить. Но Али-Баба использует меч Эймона, чтобы защититься. Он ломает оружие Хасана и остальных. Он приказывает Касиму отступить, но Касим требует, чтобы Али-Баба убил его. Али-Баба уже собирается замахнуться мечом, но превращает его в кинжал. Али-Баба плачет и просит Касима прекратить сражаться. Касим говорит, что Али-Баба стал слабым. Помня наставление Яна, она пронзает себя мечом и собирает все осколки мечей своих союзников, которые отскакивают от ее тела. Касим превращается в темную фигуру, и все замирают от удивления. Трансформация монстра прошла успешно, и все воины в шоке. Не раздумывая, он тут же убивает нескольких своей яростью. Одна из его атак разрушает башню, но Маргианна вовремя спасает солдата. Али-Баба стоит перед Касимом, не в силах пошевелиться. Маргианна выходит вперед и бьет монстра по голове, отчего тот падает. Али-Баба инстинктивно отрубает Касиму руку, но видит, что тот регенерирует и использует черного коня. Стибад объясняет Али-Бабе, что он должен вложить все силы в одну атаку, чтобы победить Касима. Король дает Али-Бабе немного магоя, и когда Али-Баба бросается на Касима, Джадр перехватывает его и сбивает с ног. Когда Джуд вернулся на поле боя, Иман объяснил, что его силы возросли, и приказал ему прикончить Али-Бабу. Неожиданно Джубер берет под контроль Касима и с помощью ледяных копий прижимает Синдбада к стене. Затем злодей заставляет Касима отрастить крылья и выпускает несколько зарядов темной энергии в наших героев. Марьяна уклоняется от атак Касима, и Али-Баба просит ее бросить его, чтобы мы могли нанести последний удар. Она подбрасывает Али-Бабу в воздух, и Джуд нападает на него. Используя магию льда Касима и свою хватательную магию, Джуд разбивает меч Али-Бабы. Марьяна просит Али-Бабу сделать последнюю попытку.
Вспомнив о решимости Али-Бабы, его друг приходит на помощь. Аладдин превращает своих ладей в юго и защищается от атак Джуда. Затем Аладдин использует свою магию Ха-Ха-Инфигара, чтобы растопить лед и обездвижить Синдбада. Не теряя времени, юноша приказывает Марьяне вернуть Синдбада в город. Затем он говорит Али-Бабе, что у него нет шансов победить Джуда в одиночку. Аладдин настаивает, что им нужна помощь друг друга. Когда Али-Баба впадает в отчаяние, Аладдин говорит, что надежда еще есть. Аладдин забирает белую ладью у жителей Баобада, и она понимает, что юный Маджи обрел мудрость Соломона. Используя мудрость Соломона, Аладдин поглощает ладью в свое тело. Он объясняет Али-Бабе, что должен нанести последний удар Касиму. Когда Али-Баба сомневается, Аладдин успокаивает его, используя магию Ха-Ха-Инфигара, превращаясь в пламя, которое восстанавливает меч Али-Бабы. Аладдин уворачивается от ледяных атак Джуда и, наконец, пронзает Касима. Внутри черного джинна Али-Баба разговаривает с Касимом, который говорит, что презирал его с тех пор, как они встретились. Касим удивляется, почему только он запятнан тьмой, в то время как главный герой излучает свет. Касим говорит, что в его жилах течет кровь его никчемного отца, а в Али-Бабе кровь его матери. Касим вонзает в грудь Али-Бабы свою черную ладью, и часть белой ладьи Али-Бабы попадает в него. В результате враг слышит, как Али-Баба разбивает его меч. Внезапно Касим понимает, что он натворил, и что он никогда не сможет стать таким, как Али-Баба. Пора уходить. Касим скрывается в туннеле. Когда его друг уходит, молодой человек пытается обнять его. Но уже слишком поздно. Аладдин видит, как Али-Баба обнимает своего погибшего друга. Тем временем на Имана нападают, и он падает. Синдбад усиливает свою магию и поражает Имана мощным ударом молнии. Синдбад понимает, что упал только манекен. Аладдин пытается утешить своих друзей, говоря, что мертвые всегда с ними в их сердцах и в потоке ладьи. Родители Али-Бабы появляются перед нашим героем, и Аладдин говорит, что все должны воссоединиться со своими близкими. Все погибшие возвращаются, чтобы в последний раз побыть со своими любимыми. Марьяна обнимает Аладдина и Али-Бабу. Во время восстановления Баалбада все помогают горожанам, а Али-Баба тесно сотрудничает с представителями власти. Внезапно Али-Бабу кусает змея, и Барак ее отгоняет. Солдат предупреждает их о приближающемся флоте Империи К. Синдбад говорит, что Империя К хочет захватить Баалбад из-за отсутствия там правительства, и советует Али-Бабе стать правителем, чтобы его не считали угрозой. Али-Баба отказывается, и Синдбад его вырубает. Через несколько дней Али-Баба просыпается в каюте и видит неподалеку остров. Джафар сообщает ему, что им дали лекарства, чтобы они спали во время путешествия в Синдрию, где Синдбад ведет переговоры с Империей К, чтобы спасти Баалбад и Али-Бабу. Несколько месяцев спустя Марьяна тренируется с Машером, пока они не узнают, что Синдбад вернулся. Позже Синдбад обсуждает встречу с Али-Бабой и Аладдином, заявляя, что Баалбад имеет право стать республикой, хотя и под контролем империи. Али-Баба обещает продолжать бороться, а Синдбад объясняет, что Аль-Таман виноват в экономическом кризисе Баалбада и предлагает двух наставников, которые помогут им исправиться. Солдат докладывает о гигантском существе с юга. Существо нападает на остров. Стимбет отправляет Ямараджу и Ширикина сразиться с ним. Ямараджа атакует с помощью водной магии. Ширикин начинает уничтожать существо, превращая его в огромный столб для горожан. Стимбет знакомит Ямараджу с Аладдином и Али-Бабой. Шерика приходит познакомиться с Али-Бабой. Ямараджа замечает, что Али-Баба, возможно, понял, что Ширикин глуп, и это приводит к ссоре. Стимбет их разнимает. Во время празднования Махараджана Али-Баба и Аладдин веселятся, получая подарки от молодой девушки. Али-Баба спрашивает, где Марджиана, и она появляется. Молодой человек делает Марджиане комплимент, заставляя ее покраснеть. Позже Али-Баба спрашивает Марджиану, уверена ли она, что останется с ними или вернется домой. Она хочет сражаться вместе с ними, чтобы спасти угнетенных, и Аладдин соглашается. Марджиана радостно танцует с Али-Бабой и Аладдином. Мамриха показывает молодому магу свое заклинание невидимости, и он удивляется. Тем временем Али-Баба тренируется с Ширикином. Стимбет ведет Али-Бабу в хранилище, где вручает ему меч, утверждая, что когда-то он принадлежал королю Рашиду. Стимбет передает Али-Бабе родовой меч. Марьяна решает надеть браслеты на щиколотки, символизирующие ее обязательства перед друзьями. Наконец появляется Хакару, и Али-Баба слышит голос, призывающий его ненавидеть. Синдбад замечает Кагеку и хочет удивить Джафара. Кагеку достает меч и замахивается на Али-Бабу. Она вызывает Синдбада на дуэль, потому что чувствует себя оскорбленной королем. Джафар требует, чтобы Синдбад объяснил, что произошло, а Кеку начинает плакать.
Кубан объясняет, что принцесса Кагеку проснулась в постели Синдбада и увидела, что он спит рядом с ней голый. Кагеку угрожает покончить с собой, если Синдбад не возьмет на себя ответственность. Она может заявить в Спарте, что Синдбад не был пьян и сразу лег спать. Кеку рассказывает, что произошло во дворце. Она видела Синдбада у колонны, но так и не смогла с ним поговорить. Она говорит, что кто-то ее вырубил. Синдбад просит своих генералов поверить ему, но никто из них не верит. Кабан настаивает, чтобы Синдбад женился на Каджоку. Синдбад просит Ямараджу использовать магию, чтобы доказать свою невиновность. С помощью магии воды Ямараджа воссоздает сцены. После того, как она убеждается в его невиновности, все улаживается. Несмотря на то, что Кубун видел, что произошло, он отказывается это признавать. Кеку извиняется перед Синдбадом. Все гадают, кто виноват, а Кубун обдумывает свои планы. Оказывается, Кабан приказал двум вассалам отнести Каджоку в постель Синдбада. Поскольку брак с мужчиной не удался, Кубан считает, что сможет заставить Синдбада и Каджоку пожениться, чтобы защитить свой образ жизни. Однако вассалы признаются, что за этим инцидентом стоит Кабан. Хакао вмешивается и извиняется перед Синдбадом за свои выходки. Кубун обнимает Кагеку и делает вид, что плачет. Джафар замечает это и плюет в Кабана. Позже Синдбад разговаривает с Хакао, и когда Хакао говорит, что Синдбад лжет, Хакао раскрывает свои истинные намерения уничтожить империю К. Рен сопровождает Синдбада, который планирует вторгнуться в империю К, но предлагает Рёну сначала познакомиться с этим местом и его жителями. Рен, которому не терпится, отказывается. Затем Синдбад знакомит его с Алибабой Салуджей. В оживленном городе два волшебника усердно тренируются, обмениваясь впечатляющими заклинаниями. Пытаясь что-то изобрести, мы пробуем новые заклинания, но тут же получаем отпор. Тем временем Шарикан и его напарник усердно тренируются. Несмотря на трудности, наставник Шарикана подбадривает его, обещая, что они вернутся к этому заданию на следующий день. Друг Аладдина советует ему изменить свое настроение. Аладдину нравится его сложная тренировка. Он видит, как Джанна с трудом поднимает сундук, демонстрируя истинную силу своего оружия. Врен прерывает их, выполняя приказ короля Синдбада. Врен представляется принцем Баалбада, и это вызывает у Али Бабы воспоминания. Али Баба корчится от боли, на его руке появляется метка проклятия. Из его руки появляется Изн, и король нападает на него, объясняя последствия проклятия, прежде чем Изн исчезает. Король успокаивает всех, объясняя, что его проклятие не действует из-за внутренней энергии. Несмотря на то, что у них мало времени, он предлагает отправиться на остров, где есть подземелье с целебными свойствами. Врен грустит, но его друг успокаивает его, говоря, что проклятие будет действовать только 10 дней. Появляется морское чудовище, но его быстро побеждают, и наши герои продолжают путь. Прибыв на место, они встречают местных жителей. Девушка просит взять ее с собой в подземелье, чтобы спасти ее родителей, но они отказываются из-за нехватки времени, обещая помочь позже. После долгого путешествия на лодке они видят вход в подземелье, но их затягивают нити, и они быстро приближаются к нему. Группа попадает в таинственный лес, похожий на джунгли, и им нужно определить свое местоположение. Они направляются к двери, ведущей к сокровищам, но на их пути встают говорящие существа. Несмотря на угрозы, они не представляют опасности. Открыв все двери, они находят ту, что ведет к цели, и встречают медведя, который заполняет комнату и нападает, когда злится. Они без труда побеждают существо. Продвигаясь дальше, они встречают человекоподобное существо, Джинни-61, слугу земли Загона. Этот злодей, движимый ненавистью к людям, превращает их в деревья. Пытаясь напасть на него, они видят, как он пытает девушку. Несмотря на опасность, они решительно идут вперед. Благодаря своим могущественным союзникам, Зайн повышает уровень подземелья, превращая милых животных в опасных монстров. Чтобы победить их, Али Баба рассекает огромного монстра своим огненным мечом, а Аладдин создает огненные шары. Рен и Марджиана, разделенные магией, сражаются с големами, используя внутреннюю энергию, чтобы победить их. Их товарищи сталкиваются с той же ситуацией и побеждают големов. Рен, используя внутреннюю энергию, спасается благодаря помощи Марджаны. Марджана применяет сверхчеловеческую силу против големов, заставляя их столкнуться. Рен вспоминает слова, сказанные ему в детстве, и чувствует раскаяние после прохождения испытания. Зайн предполагает, что кто-то сдерживает их, и Рен эмоционально взрывается и извиняется. Рен убеждает остальных идти дальше без него, но Али Баба раздражен незрелостью Рена. Думая, что они его презирают, Рен объясняет, как просьба о помощи могла изменить его прошлое в Балбаде. Их конфликты разрешены, и они продолжают свою миссию, не обремененные грузом прошлого. Раздается сигнал тревоги, когда Джудар прорывается через защитный барьер города. Вступают в действие меры безопасности, но их попытки противостоять оказываются тщетными. Семит встает на защиту королевства. Столкнувшись с многочисленными врагами, герои во главе с Марджианой быстро расправляются с несколькими нападающими
собаками. Джуберт спрашивает, почему король заключил союз с Аладдином, магом, который представляет для него угрозу. Его вопрос остается без ответа. Рассказывая о своем трагическом прошлом, Джудар пытается вызвать сочувствие к своим мстительным поступкам, проливая слезы, чтобы вызвать жалость у других, независимо от того, насколько правдива его история. В разгар разговора к битве присоединяются подкрепления. Джубер предупреждает Симбада о последствиях того, что они укрывают Манджи и его союзников, которые могут разрушить королевство. Оказавшись в зеленом лесу, они встречают проекцию Загана, который лишает их сил. Настоящий Заган прячется в сокровищнице. Али Баба противостоит Загану за то, что тот превратил людей в деревья, чем вызвал гнев монстра. Несмотря на то, что Али Баба отрубил Загану голову, тот с легкостью регенерировал, обездвижив двоих из их группы, прежде чем Марджиана сбежала вместе с ними. Падая в глубокую яму, Марджиана использует силу своего артефакта, чтобы спасти их от неминуемой смерти, удивляя даже саму себя. Решительно она сражается с врагом, умело используя свои цепи, чтобы победить его. Несмотря на победу, она раненая падает на землю. Марджиана в тяжелом состоянии, несмотря на то, что ее друзья зовут ее. Появляется Тайр и утешает Рен, пока у той текут слезы радости. Подойдя к большой двери, они открывают ее словами «Сезам, откройся», и за ней оказывается город. Появляются новые враги, которые хотят забрать сокровища Заина и сразиться с нашими героями. Девушка снова использует свою силу против Аладдина, а Али Баба чувствует боль от раны. Несмотря на это, они продолжают сражаться с врагом. Наблюдая издалека, союзники героев Кедр и Исаак выдерживают мощные атаки, но Аладдин снова остается невредимым. Дунья Мустасим, принцесса разрушенного королевства Мустасим, появляется вместе с рыцарем по имени Исаак. Разгневанная ее вопросами, Али Баба утверждает, что Бальбат – республика. Она хочет убить его с помощью своего темного металлического контейнера, демонстрируя свою силу организации. Превратившись в темного монстра, она управляет железом, песком и минералами, пугая нашего героя. Отражая ее атаку, Али Баба отвечает огненными шарами, а его союзник сражается с рыцарем. Джуда признается королю, что хочет завоевать мир, но вместо этого выбирает битву не на жизнь, а на смерть. Кайоко удивляется, когда Джуда предлагает ей стать военачальником, но ничего не отвечает. Высшее командование собирается, понимая, что на восстановление города после нападения Джуды уйдет 10 дней. Теперь все готовы к войне. Они атакуют воздушных врагов стрелами, а волшебники внимательно наблюдают. Думия продолжает использовать свой полный потенциал в воздухе, создавая пентаграмму. Аладдин безуспешно пытается отразить атаку, а Исаак не дает никому приблизиться, пока не активируется его сила. Наконец, она завершает атаку, создавая множество мечей, направленных на команду. Тысячи врагов падают на землю. В нескольких километрах от них герои продолжают защищать территорию, но проблема в том, что врагов слишком много. Писти подает сигнал, который всех настораживает. Она приказывает морским чудовищам поглотить темные пятна проклятия. Хотя это казалось хорошей стратегией, враги мгновенно погибают. Дунья в восторге, когда использует свой полный потенциал и видит мечи, лежащие на земле. Она спускается, и ее трансформация возвращается. Она говорит Итану, что, возможно, теперь организация сможет восстановить Мустасин. Но пока они разговаривают, Али Баба жестоко нападает на Исаака, а враги замечают, что их противники спасены. Хотя Исаак тяжело ранен, он продолжает защищать свою принцессу. Воспользовавшись моментом, молодой человек нападает и замечает, что его голова раскалывается. Внутри он пуст. Исаак был марионеткой, которой управляла Дунья. Нав исчезает. Думия в шоке и оплакивает смерть своего напарника. Наш герой настороже, но понимает, что ею тоже управляют как Касимом. Как только кажется, что все разрешится, Думия получает удар кинжалом в спину от своего союзника. Она падает на землю, истекая кровью. Али Баба и остальные подходят к его сестре. Что-то внутри нашего героя пробуждается, и он чувствует ее душу и воспоминания вместе с Исааком. Он также становится свидетелем последних мгновений королевства Мустасим. Он все глубже погружается во тьму. Они видят, как вражеские солдаты хотят убить маленькую Дунью, и Исаак спасает ее, принимая на себя удары. Оба ненавидят этот мир, и временами Али Баба теряет веру и надежду, проклиная свою судьбу. Аладдин пытается вмешаться, но на него нападает Ифман, который теперь приближается к юноше. Али Баба наносит ему удар, но попадает в ловушку врага, потому что теперь он тоже стал темным существом. Когда Аладдин пытается использовать мудрость Соломона, украшение Али Бабы атакует его черной ладьей. Аладдин объясняет, что они должны уничтожить украшение. Неожиданно появляется Марджиана и сражается с Али Бабой, который почти приходит в себя. Однако украшение заставляет Али Бабу отбросить Марджиану к стене.
Хакурю становится хозяином Загана и создает для него деревянную руку. Он спешит на помощь своему товарищу. Пока Хакурю отвлекает Алибабу, Марджиана уничтожает украшение ударом ноги. Затем Аладдин использует мудрость Соломона, чтобы проникнуть в разум Али-Бабы. Аладдин находит своего друга. Внезапно кто-то толкает юного мага. Али-Баба утверждает, что его судьба — совершать ошибки. Но Аладдин отвечает иначе и объясняет, что Али-Баба — храбрый человек, чья судьба — вести ладью. На берегу Синдрии Синдбад находит Ифмана, использующего магию телепортации. Он превращается в джинна, полностью покрытого броней. Когда Ифман думает, что у него есть преимущество, Синдбад объясняет, что его тело уже проклято. Синдбад взрывается и превращает Ифмана в пыль. В мыслях Али-Бабы Аладдин находит Имана, который хочет, чтобы они его убили. Он спрашивает, зачем он и его организация это делают. Иман объясняет, что они освобождают людей от судьбы. Когда Аладдин упоминает Аль-Мутон, Иман рассказывает ему о мире, погрузившемся во тьму. Иман пытается спровоцировать Али-Бабу на нападение, но Али-Баба выбивает оружие из его рук. Иман спрашивает, как он будет противостоять королю Соломону, купаясь в белой ладье. Дунья, находясь на грани смерти, видит Исаака и умирает с миром в душе. Когда Марджиана понимает, что с Али-Бабой все в порядке, она падает в его объятия от усталости. Позже все выходят из подземелья Загана. Аладдин говорит, что будет помогать Али-Бабе и сделает из него великого лидера. Али-Баба берет друга за руку, и они смотрят друг на друга с гордостью и решимостью. Во время войны Аладдин использует свою магическую силу и призывает 3 могущественных югов. Его магия видна даже издалека. Синдбад представляет завоевателей подземелья Загон. Чтобы отпраздновать победу и подготовиться к новым приключениям, жители Синдрии погружаются в веселье. Аладдин и его друзья становятся свидетелями театрального представления, основанного на их подвигах. Али-Баба извиняется за все беспокойства, которые он им причинил. Тем временем Каан сообщает Хакурю о приказах, полученных от Империи Кью, и требует, чтобы они вернулись домой. Несмотря на опьянение, Канзиёку отказывается. Позже Синдбад рассказывает Аладдину о 3 других магах, которые были с ним, и просит его отправиться в Рим как маг Синдрии, но Аладдин заявляет, что он еще не маг Синдрии. Пока Аладдин навещает Дунью, Синдбад гуляет с Канзиёку, говоря, что хочет, чтобы она была счастлива вечно, и она соглашается. Джафар наблюдает за ними и критикует Синдбада за то, что тот манипулирует Кагеку, но Синдбад отвечает, что она такая же ценная, как Али-Баба и его друзья. Джафар сожалеет, что стал тем, кем не хотел быть, но признает, что это его собственный выбор. В другом месте Али-Баба встречает Аладдина и, узнав, что его друг пошел к Дунье, признается, что ему больно, потому что это напоминает ему о Касиме. Он говорит, что не может простить Альтхимана. Ален выражает свою благодарность этому миру и свою решимость не дать ему исчезнуть. Однако он не знает, что делать дальше. Позже Ямрая дает мальчику в тюрбане с узором и рассказывает ему больше о непростых отношениях между магами и джиннами, а также об их родине, Магнастате. Кайоку играет во дворе с цветами, пока Али-Баба случайно не наступает на них. В качестве извинения он дарит ей цветочную корону. Марджана наблюдает за ними, пока тренируется, пока не слышит шум, доносящийся из Хакурю, который признается ей, что скоро покинет Синдрию. Во время встречи Синдбада с 8 генералами Ямрая замечает, что на темном металлическом сосуде изображен символ Академии Магмастат. Тем временем Аладдин играет с Дуньей, которая наконец-то проснулась, пока их не прерывают Синдбад и Ямрая. Поняв, что происходит, Ямрая спасает принцессу от домогательств. Между тем Али-Баба и Марджиана перехватывают Хакурю, чтобы узнать, действительно ли он уезжает. Хакурю говорит Али-Бабе, что верит, что его друг пойдет по пути, который подсказывает ему сердце, и благодарит его. Стибат уверяет Дунью, что Синдрия никак не связана с Магмастатом или Ямраей. Однако, когда он прикасается к ней, его металлические сосуды отвергают ее, и на ее теле появляются остатки темного металлического сосуда. Чтобы спасти ее, Аладдин использует мудрость Соломона. С наступлением ночи Али-Баба понимает, что будет скучать по хакеру, с которым они попрощались. Аладдин объявляет, что тоже отправляется в путешествие в одиночку. Аладдин объясняет, почему он вдруг захотел путешествовать один. Тем временем Синдбад признается Ямраихе, что не хочет, чтобы Аладдин ехал в Магнастат. Али-Баба вспоминает, что они обещали вместе покончить с Альтаманом, но Аладдин настаивает на том, что ему нужно больше знаний, чтобы стать королем, и советует Али-Бабе найти свой собственный путь. На следующий день Марджиана спрашивает своего учителя о его родине. Он предлагает ей туда съездить, но предупреждает, что там нет финалисов. Во дворце Синдрии Аладдин кормит Дунью, которая спрашивает, зачем он едет в Магнастат.
В другом месте тренировку Али-Бабы прерывает Кагеку, которую он чуть не ударил в порыве гнева. Она просит его составить ей компанию, но их разговор прерывает Синдбад. Они начинают сражаться и оба выпускают своих джиннов. Синдбад останавливает бой, когда Каджоку использует свою магию, чтобы усыпить всех присутствующих. Позже Синдбад разговаривает с Хакурю, который снова просит короля поддержать его в борьбе против Империи Кью. Синдбад обещает подумать, но Джафар молча наблюдает за ними. Кагеку и Али-Баба обсуждают битву. Кагеку собирается вернуться домой, чтобы убедить брата и Джудара, что Синдрия им не враг. Джафар размышляет о действиях Синдбада. Аладдин рассказывает Дунье, что, возможно, найдет лекарство от ее болезни, но она говорит, что ее время на исходе. Аладдин подтверждает, что поедет один, и Дунья благодарит его за встречу перед смертью. Во время похорон Али-Бабы Ямра вспоминает, как тело Дуньи было похоже на тело Касима и что она ничем не могла ей помочь. Позже Хакурю рассказывает Марджиане о своем прошлом и о трагедии, которую Альтаман устроил в его семье. Узнав, что у Марджианы нет семьи и что она была рабыней, Хакурю задумывается, есть ли у нее где-то братья и сестры. Тем временем Кеку признается Али-Бабе в любви к Синдбаду и рассказывает о своем прошлом, которое похоже на прошлое Али-Бабы. Они решают подружиться. Ночью Аладдин оказывается на утесе с цветком в руках и вспоминает свой разговор с Дуньей. Он признается, что его родина – неизвестное место для всех, и бросает цветок в море. Когда группа собирается уходить, Ямра помогает Аладдину собрать вещи. Джана рассказывает, что на ее решение вернуться на родину повлиял Хакурю, которому она благодарна, и он краснеет. Затем Ямра отдает Аладдину глаз ладьи, а мастер предупреждает Марджиану о работорговцах. Генералы прощаются, хотя Аладдин с трудом вспоминает имя Спарты. Хакао тем временем разговаривает с Джафаром и благодарит их. Аладдин и Марджиана грустят, что Али-Баба не пришел попрощаться с ними. После последнего разговора с Синдбадом группа отправляется в путь. Но Али-Баба тайно пробирается на корабль вместе со своими друзьями, но не показывается им. Он хочет сделать сюрприз, но ошибается в комнатах. Он надеялся, что его быстро хватятся, но понимает, что ошибся. Аладдин и компания рассказывают, что они на самом деле думают об Али-Бабе и удивляются, когда слышат, что он не пользуется популярностью, и что у него был неприятный случай с Марджианой. Вскоре Али-Баба понимает, что его спутники с самого начала знали, что он один из них. После того, как недоразумение разрешилось, Али-Баба пытается объяснить, почему он присоединился к ним, но Хакао прерывает его, упомянув гладиаторов Шимбалы. Тем временем в Синдрии Шерика, Емраихаб, Мастер и Синдбад празднуют победу, обсуждая, кто из них лучший. Шерика вспоминает, как они с Али-Бабой ходили выпить, и тот жаловался на холодность Аладдина. Али-Баба и его спутники продолжают свое путешествие. На них нападает южное чудовище, но Али-Баба быстро побеждает его, чтобы доказать свою силу. На следующий день в порту королевства Акша случается пожар, и Улба хвалит Али-Бабу за зоркость. Вскоре они сталкиваются с пиратами, которые пытаются украсть их корабль. Прежде чем продолжить путешествие, на наших героев нападает группа пиратов. Они используют магические инструменты, чтобы отбиться от них. Несмотря на численное превосходство, пираты легко побеждены Али-Бабой и остальными. Улба, главарь банды, с помощью магии сбрасывает наших героев в море. Один из их союзников быстро спасает их, но пиратам удается похитить Аладдина, и они сбегают с корабельными припасами. Позже они прибывают в порт Империи, которую тоже недавно атаковали пираты. На место прибывает военный флот, и один из рыцарей говорит, что их оборона ослабла из-за отправки подкрепления в Империю Магнастат, которая пытается захватить другие королевства. Во время разговора несколько человек просят союзников помочь спасти их детей, которые сейчас в руках пиратов. Затем Аладдин просыпается на пиратском корабле. Осматривая корабль, он замечает эмблему Магнастат на магическом устройстве, которое поглощает магию детей, чтобы они могли путешествовать по воде. Когда солдаты упоминают об этих магических устройствах, Хакурю заставляет вырасти маленькое семечко, которое он заранее оставил в одном из грузов. И оно послужит им ориентиром, чтобы найти убежище пиратов. Аладдин добирается до логова банды и ночью встречает их лидера. Ее зовут Уммидора, и она мать бедных детей. На следующий день Али-Баба связывается с Синдбадом, чтобы объяснить ситуацию. Вскоре они смогут добраться до убежища пиратов, следуя маршруту корабля. С помощью Маргианны они смогут пройти сквозь стены убежища и окажутся лицом к лицу с врагом. Служанки Аладдина врываются в крепость пиратов, побеждая всех, кто им противостоит, а Аладдина ловят.
Прибывшие на место видят, что все их противники – дети, даже самые младшие, которые угрожают превратить наших героев в потомков Мидоры, а затем нападают без лишних слов. Тем временем Мидора с улыбкой подходит к нашему герою, а остальные члены группы сражаются изо всех сил с этими врагами. Мидора использует свой магический инструмент, священный веер матери, чтобы управлять чувствами Аладдина, пробуждая в нем воспоминания о давно потерянной матери. То же самое она делает с Алибабой и остальными, когда они приходят его спасать. Позже выясняется, что непоколебимая преданность Мидоры своей команде связана с действием веера, и она планирует использовать его на будущих лидерах мировых держав, пока они еще дети, чтобы контролировать их страны. Но Аладдину удается освободиться от чар Мидоры и помочь Алибабе и Джанне вернуть рассудок. К сожалению, Хакао тоже попадает под ее влияние и встает на ее сторону, чтобы защитить Мидору. Под воздействием чар Хакао нападает на своих друзей, пока Али-Баба не уничтожает его металлический сосуд. После этого он падает без сил. Тем временем Мидора пытается сбежать, но ее ловят солдаты и пираты. В порту местные жители нападают на Мидору, но Хакарю вмешивается не для того, чтобы защитить ее, а чтобы казнить на глазах у пиратов, которые клянутся отомстить ему. Когда Али-Баба спрашивает его о мотивах, Хакари рассказывает, что его цель – отомстить собственной матери. Она объединилась с Аль-Файманом и вместе с его дядей устроила заговор, чтобы захватить трон империи, что привело к смерти его отца и старших братьев. Понимая, что дети, находящиеся под чарами Мидоры, на грани падения, Аладдин ищет способ им помочь. Но ответственность за пиратов берет на себя Али-Баба, вдохновляя их двигаться дальше даже после смерти Мидоры. Пока друзья смотрят, как дети отправляются в Синдрию, Хакарю решает уйти, не попрощавшись с ними. Когда Марьяна находит его, он признается ей в своих чувствах и делает предложение, но она отказывается. Узнав о внезапном отъезде Хакао, Али-Баба пытается его отговорить, боясь, что он повторит судьбу Касима, убившего своего отца. Но Аладдин решает поговорить с Хакао наедине. После прощания Аладдин возвращается к друзьям, которые готовятся продолжить свой путь. Аладдин, Али-Баба и Марджиана устраивают прощальную вечеринку перед тем, как отправиться в разные стороны. Они обещают, что встретятся снова, как только смогут, а Али-Баба и Марджиана продолжают свое путешествие по морю. Каждый из них направляется в свой город. Аладдин отправляется в Магнаштадт на своем волшебном тюрбане, но решает отдохнуть и садится в проезжающую мимо карету, попросив не беспокоить его попутчика. Когда на конвой нападают бандиты, выясняется, что попутчик Аладдина – принц Куварен из Империи Кью. Он защищает группу, уничтожая нападавших с помощью своего металлического корабля, и таким образом заводит дружбу с Аладдином. Аладдин составляет ему компанию до конца путешествия в Магнаштадт. По прибытии в пункт назначения Кувай и Аладдин ненадолго прощаются. Чтобы попасть в страну, юный маг должен продемонстрировать свои магические способности, пройдя испытание с помощью специального камня, который дала ему Имраиха. Этот камень позволяет ему скрывать свою истинную сущность и не показывать руку вокруг себя. Аладдину приходится использовать магию только через свой волшебный тюрбан, и его зачисляют в Академию Магнаштадт, в класс с самым низким рейтингом, известный как шестой кодировщик. Под руководством своего учителя Майерса Аладдин погружается в строгий режим физических тренировок вместе со своими одноклассниками. Майерс говорит, что через 2 месяца будет еще одно испытание, и те, кто его не пройдет, будут отчислены из Академии. Среди своих сверстников Аладдин встречает Свентуса, своего соседа по комнате, который сначала смотрит на него свысока из-за того, что его зачислили в класс с самым низким рейтингом, но в конце концов становится его другом, видя его старания и усердие. Интенсивные тренировки Майерса продолжаются месяц, и многие студенты покидают Академию из-за трудностей. Но Аладдин и еще 4 студентов не сдаются. Майерс объясняет, что цель тренировок – укрепить их тела, чтобы они могли использовать больше магии. Результаты их упорного труда становятся очевидны, когда они обнаруживают, что их магическая сила значительно возросла. После месяца интенсивных занятий по магии наступает время экзамена Аладдина, который он сдает с большим успехом. В результате он сразу переходит из 6 класса в первый, самый высокий класс в Академии. Тем временем Али-Баба наконец добирается до своей цели – Империи Рейм. После того, как он стал жертвой обмана и лишился всех своих вещей, Али-Баба, измученный и голодный, наконец добирается до Колизея в Рейме, надеясь присоединиться к гладиаторам Шимбалы и продолжить тренировки. Но потеряв рекомендательное письмо от Синдбада Тота, одного из гладиаторов, он не может встретиться с их лидером, который легко побеждает его в бою. Тогда Али-Баба находит защиту у братьев Нанда, бывших членов отряда Тумана, которые разбогатели благодаря казино, которое они открыли в Рейме.
Полностью восстановившись, Али Баба вызывает на бой лидера гладиаторов Шембл Рамиля и просит реванш с Tota. С помощью хитрости он побеждает его, лишив его доспехов, но не причинив вреда. Позже, во время их встречи, Шембл узнает, что в теле Али Бабы есть два разных вида магии, что мешает ему овладеть магией джиннов. И может даже стоить ему жизни, если он не научится ее контролировать. Впечатленный его потенциалом, Шембл принимает Али Бабу в ученики, но ставит условие, что тот будет платить за обучение. Чтобы это доказать, он устраивает бой в Колизее против свирепого зверя, и среди зрителей оказывается Шахерезада, верховная жрица Рейма. Алабама оказывается в затруднительном положении, когда дебютирует в Колизее, где ему запрещено использовать свой металлический контейнер. Против гарды, огромной обезьяны, он в невыгодном положении. Несмотря на травмы, он пытается сдаться, но его мольбы остаются без ответа, и толпа требует смертельного боя. С переломанной левой рукой Алабаба вспоминает, как они с Касимом в детстве побеждали более крупных противников хитростью. Используя свой ум и окружающую обстановку, он умудряется изменить ситуацию и победить гарду. В этот момент Шамбл понимает, что два Макгоя сливаются в одного, и осознает, что второй Макгой внутри него принадлежит Касиму. Через несколько дней Алабаба выздоравливает и рассказывает, что выкупил свободу гарды, и теперь гигантская обезьяна относится к нему с уважением. Благодаря этому поступку Шамбл признает потенциал и благородство Алабабы и, наконец, принимает его как своего ученика. Тем временем Моргианна наконец добирается до Темного континента, где начинаются ее новые приключения. Разочарованная тем, что в Катаре, где она родилась, больше нет фисов, Моргианна собирается стать жертвой работорговцев, но тут, кажется, вмешиваются братья Алабабы, Ахмат и Сабмат. Они отводят Марджану к лидеру местной деревни Тон, и Сабмат рассказывает, что после свержения Синдбада с поста правителя он нанял братьев археологами для изучения тайн загадочной культуры Тон. Узнав, что финалисты переселились на другую сторону огромного каньона, известного как Великий Разлом, Моргианна решает перейти его, чтобы наконец воссоединиться со своим народом. Несмотря на то, что ее предупреждали, что никто еще не возвращался. Добравшись до дна ущелья, Моргианна находит дом, где ее встречает маг Юань, который говорит ей, что если она перейдет на другую сторону, она уже не сможет вернуться, даже если у нее будут силы. Тем временем в Магмастате Куве сообщают, что его отец, император, умер, и его вызывают домой. Перед отъездом он предупреждает правительство Магмастата, что если они не сдадутся, их захватит Кью, и у него происходит короткая встреча с Аладдином. Тем временем в империи Кью Хакуи воссоединяется со своим братом Хакау, но по какой-то причине она недовольна им. К ним подходит их брат и генерал-губернатор Коуэн Рен. Наследники трона империи Ку собираются, чтобы оплакать смерть своего отца и решить, кто станет новым императором. Хакуи с грустью вспоминает, как ее брат Хакари стал жестоким после того, как получил заган и дослужился до звания генерала. Хотя его армия состоит исключительно из существ, которых он подчинил себе. Очевидно, что новым императором станет их старший брат Коуэн. Однако в королевском дворе возникает конфликт, когда мать императрица Джокин Рен провозглашается следующей правительницей согласно завещанию, оставленному ее покойным мужем. Это вызывает напряжение, хотя Джокин утверждает, что она откажется от престола Коуэна, как только ее амбиции по завоеванию всего мира будут удовлетворены. После собрания Хакару пытается убедить Хакуи присоединиться к нему в борьбе против их матери, но все его попытки тщетны. Решив отомстить за отца и братьев, которых предала Джокин, Хакарю решает сразиться с ней один на один. Но несмотря на свою новообретенную силу, он терпит поражение. В этот момент ему на помощь приходит Джубал и предлагает свою помощь в отмщении при условии, что Хакарю откажется от своей судьбы. Через год после того, как его друг уехал, Аладдин преуспел в учебе, показав заметный прогресс, который завершился блестящим выступлением на выпускном экзамене первого курса. Благодаря своим магическим способностям он создал грандиозный мираж, который впечатлил всех в академии. Его друзья были уверены, что он станет лучшим студентом первого курса, но они были удивлены, когда эта честь досталась Титусу Алексиусу из Реймской империи. Когда Аладдин устроился в своей новой комнате, к нему подошел Титус, чтобы подружиться, и признал талант Аладдина как блестящего студента. Однако дружеский жест Титуса угас, когда Аладдин, не разобравшись, дотронулся до него, приняв за девушку. Титус разозлился, но вмешался Мадалат Магами, ректор академии, который был свидетелем этой сцены. Магами объявил, что Аладдин и Титус пройдут испытания на мастерство, чтобы определить, подходят ли они для продвинутых курсов. Битва была напряженной, и оба юноши продемонстрировали исключительное владение своими магическими способностями. Однако поединок достиг критической точки, когда случайно обнажились драгоценные камни, вживленные в руки обоих студентов. Узнав об их редкости, Магомед решил лично рекомендовать обоих студентов для прохождения продвинутых курсов. Но мир продлился недолго.
Когда Аладдин попытался обсудить с Титусом значение драгоценностей, тот внезапно напал на него и оставил без сознания, несмотря на вмешательство Магомета, который приказал изолировать Титуса. Пока Аладдин пытался прийти в себя, Титус связался с Шахразад, которая поручила ему продолжить миссию, утверждая, что это было главной причиной его существования. Титус неожиданно появляется перед Аладдином посреди ночи, представляясь волшебником Шахразад и рассказывая о своей тайной миссии. В то же время он показывает на предплечье рубиновый кристалл, который позволяет ему телепатически общаться со своими магами. Но он обнаруживает, что у Аладдина кристалл выполняет другую функцию. Несмотря на первоначальное разочарование, Аладдин пытается подружиться с Титусом, и тот в конце концов соглашается отправиться с ними в волшебный город. Волшебный город поражает троих посетителей своим великолепием и магией. Авентус поражен тем, что магические инструменты заменили рабов, которых использовали на его родине. К Свентусу относятся с почтением как к волшебнику, а к Аладдину, хоть он тоже волшебник, относятся с меньшим уважением. Но Титус находит радость в простых вещах, например, в заботе о котенке, несмотря на возражения создателей. Классовая система в волшебном городе делит жителей на 5 категорий, от профессоров и студентов до обычных граждан и самых обездоленных. Аладдин узнает, что 5-й район закрыт, и следующей ночью Титус просит его помочь проникнуть в библиотеку профессора и узнать больше об этом районе. С помощью магии Аладдина и Финтуса им удалось проникнуть в библиотеку и найти потайной ход, ведущий в подземную часть города, где живут граждане 5-го класса. Мрачный подземный мир 5-го округа описывается как место без надежды, где магои жителей постоянно выкачиваются, чтобы обеспечить роскошную жизнь на поверхности. Отчаяние ощущается особенно остро, когда Аладдин и его друзья видят, как мучается девушка по имени Марта, чья жизнь угасает из-за потери магоя. Движимый сочувствием, Титус создает барьер, чтобы остановить процесс выкачивания магоя, и предлагает помощь, даже если это означает пожертвовать частью своей жизненной силы. Группа обнаруживает, что 5-й округ – это на самом деле фабрика МакГоуэн, где жители используются как инструменты для поддержания благосостояния граждан высшего класса. Несмотря на социальные различия, Аладдин, Титус и их друзья решают помочь Марте, которая мечтает вырваться из мрачной реальности и стать ученым или целителем. Добрый жест Аладдина, превращающего песок в изображение города и играющего с Мартой, дарит лучик надежды в темноте. Однако жестокая реальность положения Марты становится очевидной, когда она говорит, что из-за проблем с сердцем ей суждено умереть молодой, несмотря на все попытки спасти ее. Постоянное присутствие отряда магов, патрулирующих район и уничтожающих умирающих, подчеркивает жестокость и безразличие властей к жителям 5-го округа. Несмотря на предупреждения о смертельных последствиях, Титус и Аладдин решают вмешаться, чтобы спасти Марту от неизбежной участи, рискуя своими жизнями. Дарон бросает девушку в колодец, а Аладдин и Титус без колебаний ныряют в темную бездну в отчаянной попытке спасти Марту и бросить вызов жестокой системе, обрекающей ее на смерть. Титусу удается спасти девушку из пустоты. Остальные, видя в них врагов, спрашивают, кто они такие, и в ответ те уничтожают их. Их противник внезапно достает опасное растение в качестве оружия. Растение серьезно ранит нашего героя. Он умирает, но его спасает Шоркин, который его воскрешает. Когда кажется, что все потеряно, в монстра ударяет молния, и Майерс убивает его. Она отчитывает присутствующих. Позже Аладдина судят за нарушение закона, но, к счастью, его оправдывают. Магомат просит разрешения поговорить. Во время разговора он спрашивает о Ямараджа, упоминая, что они были близки несколько лет. Убедившись, что директор хороший человек, Аладдин интересуется, почему Магомед уничтожил империю Мустанг. Чтобы все прояснить, он вызывает учеников и говорит, что тараканы – это энергия, которая движет миром. Но они никогда не влияли на ход истории. Другие империи определяли траекторию развития мира, и в основном ими управляли гои. Затем он использует магию ясновидения и показывает ученикам воспоминания о прошлых событиях, произошедших в империи Мустанг. В основном магов, служивших королевской семье, притесняли, обращались с ними как с людьми второго сорта и заставляли работать до смерти, как случилось с его женой. Несмотря на несправедливость, Магомед искренне верил, что маги рождаются с определенной целью помогать людям. Но позже маги оказались втянуты в войну, в которой все погибли, и выжил только Магемон. Увидев, как живут гои, которым ничего не нужно, он осознал свою ужасную ошибку. Поэтому он нашел страну, где живут только маги, чтобы помочь им построить лучший мир. Магомуд продолжает рассказ, отмечая, что они временно заключили союз с госами, что в итоге привело к конфликту, в котором пострадали невинные. Аладдин на несколько секунд задумывается, а затем упрекает Магомута в том, что люди с 5-го уровня живут в нищете. Однако старик говорит о них так, будто они ниже его по статусу, и упоминает, что они живут, удовлетворяя свои базовые потребности, и им не нужно работать. Магомуд говорит своим ученикам, что маги должны контролировать госов, чтобы развиваться, потому что они рождены, чтобы вести мир по правильному пути. Несколько дней спустя,
Иногда, когда Аладдин гуляет с остальными, он потрясен отношением старика, когда Гос подходит к Магомуту и просит о чем-то, а тот жестоко нападает на него. Он считает людей просто насекомыми. Вскоре после этого Марги проводят магическую процедуру, чтобы продлить ее жизнь. На следующий день они обсуждают черную ладью, с помощью которой можно создать искусственную форму жизни с помощью новой алхимической технологии. Это и есть главное заклинание. Тит прощается с Шахерезадой, которая говорит ему не привязываться к людям, потому что у него осталось мало времени. Наш герой обращается к директору, выражая беспокойство и объясняя, что не хочет умирать, потому что хочет провести больше времени с Маргой. Мальчик объясняет директору, что он не человек, а был создан с помощью магии Шахерезады. Тит теряет самообладание, проклиная свою жестокую судьбу. На мгновение Шахереза приходит в себя и приказывает Магомуту сдаться ее могущественной империи. Волшебник не колеблется и обрывает связь с королевой. Позже Магами рассказывает Аладдину, что однажды он наделил Имана своей магией, но понял, что это было ошибкой, потому что Иман попал в руки Гоев. Юноша упоминает о том, что пиратам были предоставлены инструменты, а режиссер говорит, что для строительства королевства нужны были деньги. На следующий день режиссер объявляет, что они начнут войну против империи Рейм и Титуса Лемонса. Потому что в этой империи есть 3 завоевателя подземелий, из-за которых победить в войне будет невозможно. Тем не менее, режиссер настаивает на своем плане. Несколько дней спустя новости о войне быстро распространяются по всему королевству. Волшебники готовы вступить в бой, и Титус, хоть и волнуется, готовится к встрече с врагом. Он чувствует боль, вспоминая некоторые события. Он встречает только что прибывшего Аладдина, который говорит, что тоже присоединится к битве, чтобы предотвратить возможную катастрофу для других королевств. На следующее утро они готовятся к сражению. Армия Рейна прибывает в империю во главе с Шахерезадой. Войска продвигаются вперед, но их останавливает магический барьер, который не дает им продолжить вторжение. Режиссер объясняет, что у королевства многоуровневая защита. Союзники отвлекают солдат, чтобы те не мешали им прорываться через слои защиты, пока они активируют свои силы, чтобы успешно победить нескольких врагов. Внезапно несколько кораблей с кольцами на бортах начинают сбрасывать бомбы на то, что должно было стать крышей королевства. После многочисленных ударов печать ломается, и солдаты решительно идут в атаку. Аладдин видит, как гибнут люди, и, испытывая смешанные чувства, решает подойти к полю боя. Внезапно он останавливается на полпути, увидев огромную машину, которая уничтожает всех за секунды, вызывая мощный взрыв. Когда уже казалось, что армия Рейма обречена, на поле боя появляются главные силы и быстро расправляются с большей частью вражеской армии. В ответ волшебники решают перезарядить оружие. Увидев, что эта машина работает на ослабленных Гоях, Аладдин уничтожает ее и направляется на поле боя. Аладдин решает использовать свою магию, но понимает, что это невозможно. К счастью, волшебники спасают его от этой неожиданной ситуации. Между обеими сторонами начинается ожесточенная битва. Аладдин использует свою магию, чтобы разрушить местность и направить воду из реки на врагов. Волшебники пользуются тем, что враги оказались под водой, и вызывают молнию, чтобы уничтожить оставшихся солдат. Внезапно Аладдин получает большое количество мегой от ладьи. Тем временем войска Натаниэля перегруппировываются и используют особые атаки, основанные на артефакте врага. Благодаря этому они уничтожают множество волшебников за считанные минуты. В какой-то момент они пытаются разрушить защитный барьер, но Аладдин пытается помешать этому и легко их побеждает. Доказав, что он маг, Аладдин делает предупредительный выстрел, чтобы остановить бой раз и навсегда. После разговора с директором Аладдин готовится к новой атаке, но не получает ответа от своего противника. На этот раз атака отличается. Она создает песчаную лавину, которая отбрасывает врагов к берегу. Вся армия решает сдаться, кроме их лидера, который в ярости направляется туда, где находятся наши герои. Теперь он использует силу Барбадоса, призывает своего дожа и снаряжение, с помощью которых легко преодолевает защитный барьер. Он вступает в схватку с нашим героем. Но прежде чем он успевает его прикончить, он не может вынести эту новую трансформацию. Потому что, если он пробудет в этом состоянии дольше нескольких минут, он может умереть. Когда он начинает атаку и кажется, что он вот-вот уничтожит тело юного Аладдина, Али-Баба героически вмешивается, потому что ситуация выходит из-под контроля. Теперь Али-Баба извиняется перед Аладдином за то, что напряжение достигло такого уровня, но неожиданно появляется Шахерезада. Наш главный герой объясняет ей, что она должна прекратить вторгаться в царство волшебников, иначе в мире произойдет что-то ужасное. С невозмутимым лицом она решает отозвать свои войска. Позже обе стороны уходят с места, чтобы поговорить наедине. Разговор продолжается до полуночи. Шахерезада рассказывает, что ее настоящее тело находится где-то в ее царстве, где она тайно отдыхает, потому что она слишком стара, чтобы двигаться. Затем Аладдин заканчивает свой рассказ, поведав трагическую историю о своем видении, от которой все присутствующие теряют дар речи. Али-Баба тут же отчитывает его и говорит, что он не один, потому что его окружают друзья и союзники. Позже Эриза разговаривает с Титусом и извиняется. Она также говорит ему, что войска Рема будут ждать до
рассвета, чтобы отступить, подразумевая, что война окончена. Вскоре после этого солдат объявляет, что армия мятежников выступила в поход с большим количеством солдат. Магомут уходит с места, чтобы подготовиться к атаке, но люди с 5-го уровня начинают жаловаться на все происходящее. Воспоминания о его ненависти к Гои вспыхивают с новой силой, и Магомут взрывается и начинает жестоко избивать нескольких из них. Очевидно, все были удивлены, потому что не знали, что на самом деле думает директор о Гои. Затем старик спускается в самый низ района, чтобы защитить волшебников. Он заходит в секретную комнату, где с помощью тел нескольких приговоренных к смерти создает черную ладью, с помощью которой может управлять доджином, которого создал, когда Магомут не встретил его. Если бы не война, из королевства появилось бы огромное количество черных ладей. Аладдин и Али Баба приближаются к месту, но доджин быстро уходит. Мы видим, как Ухо возглавляет армию мятежников, но неожиданно на них нападают несколько доджинов. Один из них уничтожает большую часть армии. После тщетных попыток победить их, Хуа использует всю свою силу и в конце концов уничтожает доджинов. Но на этом история не заканчивается. Из пепла поверженных врагов появляется огромная волна черного корня, которая возвращается к своему источнику, сводя на нет все усилия молодых воинов. Гиганты тут же появляются, чтобы уничтожить остатки армии, и их контролирует сам Магемон. Когда Кома был на грани поражения, на поле боя появился Али Баба, чтобы остановить эту бойню. Аладдин делает то же самое, и вместе им удается сдержать большинство монстров. Кован прибывает на место, и его спутники легко побеждают всех врагов. Затем он подходит к Куве и с помощью силы Феникса, одного из 3 его дуджинов, исцеляет его раны. Через несколько мгновений появляется Али Баба со своим союзником и объясняет, что он принц Баалбада, который вмешался в битву, чтобы спасти жизнь Рена Куа. Сначала они сомневаются, но в конце концов заключают мирное соглашение. Вернувшись туда, где находится Магами, он вспоминает всех своих врагов и, чтобы избавиться от них, отправляет их в Шаразаду. Она и ее войска вступают в бой, но их силы не равны по сравнению с мощью гигантских врагов. В это время Титус встречает Моргу и понимает, что должен принять решение. Вскоре он отправляется к директору и после неудачного разговора использует всю силу, дарованную ему Шахерезадой, чтобы остановить злодеяние директора и разрушить его планы. Но когда казалось, что все закончилось, управляемая директором печь начинает сама собирать Магоя и превращается в огромную энергию, смешанную с руком, которая поднимается к поверхности и призывает в небе темное существо. Увидев это, Аладдин приказывает Коэну немедленно вывести войска из этого района и собирает всех присутствующих дуджейнов, чтобы объяснить ситуацию. Они говорят своим хозяевам, что должны уничтожить медиума, чтобы предотвратить конец света, потому что это чудовище по имени Иль-Исла, воплощение зла. Услышав это, Ковен заинтересовывается Аладдином, который является представителем Соломона. Воспользовавшись этим, мальчик говорит ему, что расскажет историю мира, если он поможет уничтожить медиума. Ковен быстро соглашается на сделку и посылает сигнал всем завоевателям Ковена, чтобы они были готовы к битве. Он активирует свое джиннское снаряжение, а затем Кува и Али Баба делают то же самое. Позже медиум начинает создавать армию монстров, чтобы быстрее уничтожить королевство. Шахерезада пытается защитить людей, но получает ранение. Но с ней ничего не случилось, потому что Али Баба вовремя пришел ей на помощь. Коуман появляется на месте происшествия в сопровождении своих братьев, и после встречи с ними они начинают работать вместе под защитой Ками. После нескольких неудачных попыток уничтожить медиума, Аладдин говорит, что они должны победить всех великанов, чтобы ослабить барьер медиума. Коуман начинает разрушать несколько подземелий и мгновенно меняет свое снаряжение на снаряжение Агара. Он выкапывает большое количество земли, пока не добирается до ее ядра, и из него начинает бить поток лавы, который пополняет Магои его первого металлического контейнера. Он успешно уничтожает всех, кто встает у него на пути, но из-за большого количества врагов Коуман отводит Али Бабу туда, где есть лава, чтобы пополнить Магои своего контейнера. И они могут объединить свои мощные атаки, создав мощную магию, которая может на мгновение остановить создание Дадзина. Хотя кажется, что этой магии недостаточно, Коуман продолжает добавлять больше огня к атаке, создавая более сильную магию, которая наносит серьезный урон медиуму. Когда Али Баба наконец видит возможность для атаки, она оказывается той, которая нужна, чтобы полностью пробить врага, и тот взрывается на куски в воздухе. Несмотря на совместные усилия Али Бабы и Коумана, барьер медиума остался нетронутым, закрыв вулкан, чтобы не дать ему пополнить запасы Магои. Вскоре медиум принял гротескную, почти человеческую форму и поглотил белый корень всего, к чему прикасался. Нанеся Коуману и Али Бабе серьезные повреждения, братья Калвина объединили силы, чтобы нанести ему несколько мощных ударов,
но обнаружили, что бросив его в океан, он стал еще сильнее, поглотив силу моря. В это время в замке Джакуин с удивлением наблюдал за битвой, вспоминая, как она была одной из магичек Соломона и Аль-Матарана, пока не предала его. Измученный постоянной борьбой, Аладдин и его спутники едва сдерживали медиума, который начал вытягивать Элилу с небес. В этот момент Синдбад появился, чтобы помочь им, вместе с драконом, Инраей и другими кораблями из Альянса Семи морей. Удивленный их внезапным появлением, Синдбад сообщил Аладдину, что Юньнань и Маргиана уже предупредили их о ситуации и тоже присоединятся к битве против медиума. Пока маги пытаются спасти раненых в Магнустате, Му и другие корабли из Рима присоединяются к битве. В последней попытке уничтожить медиума, Шахразада жертвует собой, чтобы восстановить силы истощенных кораблей Трастеи с помощью последних остатков своей магии. И все пленники подземелья объединяют усилия, чтобы атаковать его изо всех сил. Однако медиум выдерживает удар, но Аладдин замечает внутри него слабый свет, который заставляет его сомневаться. Убедившись, что это как-то связано с Титусом и Мугами, маги используют мудрость Соломона, чтобы добраться до них. Вместе с Емраей, которая тоже хочет воссоединиться со своим приемным отцом. Они находят Махамета, которого утешает рук Титуса, и канцлер признается, что сожалеет обо всех бедах, которые он причинил, и обо всех людях, которых он развратил, чтобы создать медиума. В этот момент выясняется, что Енраю похитили из королевского дворца в Мустасиме, где она была ребенком и воспитывалась им. Но она утверждает, что совсем не жалеет об этом, и что он всегда будет для нее отцом. Маэт решает отправиться к великому потоку рук, попросив Аладдина найти способ вернуть тех, кто пал в бездну, и вернуть их в Белую рощу. Медиум теряет сознание, и Джокин радуется, потому что хотя она и не смогла вызвать Илла, медиум ослабил границы между мирами, и теперь другой медиум может прийти в любой момент. Тем временем в Великом дворце Юга приветствует Шахерезаду и предлагает ей перевоплотиться в мага, но она позволяет Титусу сделать это вместо нее. Затем Империя Переворота сосредотачивает свое внимание на завоевании Магнуса, но Синдбад заявляет, что Синдри и ее союзники объединились с Империей Рейм, и он возьмет страну под свою опеку ради ее восстановления. Маэт решает взять с собой Аладдина и заставить его выполнить свою часть сделки, но их разговор прерывается, когда перед ними появляется Титус.